Добрый день, Алексей. Давайте поговорим сегодня об услугах колл-центра для интернет-провайдеров. Здравствуйте, я Алексей Белов, коммерческий директор компании «Контакт-центр. Открытая линия». На сегодняшний день сфера интернет-провайдинга в России очень высококонкурентна. Если мы возьмем крупные города, такие как Москва, Питер, Казань и другие, то ситуация такова, что на одном жилом доме может оказываться одновременно 5, 6, а в некоторых случаях и до 7, 8, 10 провайдеров. Это, с одной стороны, хорошо для клиента. Конкуренция всегда дает возможность иметь привлекательную цену и высокое качество. Но это очень сложно для компании-поставщика, потому что вот эта борьба за клиента, она очень тяжелая. И когда тариф уже не может быть ниже, раньше была конкуренция ценой, и операторы снижали цену. Сейчас цены на таком уровне находятся, что дальше снижать невозможно. И операторам приходится искать новые идеи, решения, чем привлекать клиентов. И в такой ситуации сервис обслуживания клиента, он выходит на очень важный и высокий уровень для понимания того, останется с тобой клиент или придет он к тебе. Ты должен ответить на вопрос, как ты будешь добиваться этого сервиса. И вот в этом моменте колл-центр – это как раз тот инструмент, который позволяет этим сервисом управлять. То есть, насколько качественно ты обеспечишь этот сервис, настолько довольны будут твои клиенты. А как устроен внутренний колл-центр интернет-провайдера? Для начала давайте разберемся, как выглядит колл-центр внутри самого интернет-провайдера. Предлагаю разделить на два блока. Первый, потому что они немножко отличаются, сильно даже отличаются. Это небольшие провайдеры, интернет-провайдеры размера города или района, и крупные федеральные или региональные компании. Если мы начнем с крупных, то это чаще всего большие подразделения, целые департаменты, состоящие из нескольких отделов, куда может входить отдел по общим вопросам, первая линия так называемая, коммерческий отдел, который занимается продажами услуг, это отдел технической поддержки, который решает технические проблемы клиентов, это могут отдел, который работает мультиканально, то есть обрабатывает обращения из разных чатов, мессенджеров и других цифровых каналов. Это может быть отдел до продаж. Это все зависит от самой структуры внутри каждой крупной компании. Часто это даже иногда бывают отдельные юридические лица, которые находятся в других регионах, потому что федеральные компании работают по всей стране, то есть они не привязываются к какому-то конкретному региону. Колл-центр может находиться где угодно. Если мы говорим про маленькие компании, то это обычно несколько человек. Если компания городского, районного масштаба, это несколько человек. Чаще всего это инженеры технической поддержки. Это люди, которые отвечают и на простые вопросы, и на сложные. Часто они же и продают услуги компании. Иногда бывает переключение на некий абонентский отдел, который отдельно продает. В зависимости от размера и финансовой возможности компании иметь в штате такое количество, то или иное количество людей. Поэтому распределение обращений происходит либо, когда происходят звонки, происходит либо на уровне голосового меню, когда клиент выбирает 1, 2, 3, 4, 5 и по вопросу, которому он звонит. Либо в более маленьких компаниях это бывает часто распределение, то есть это ответы одним человеком на все вопросы разного характера, либо перевод уже на другого специалиста, если он не может ответить. Вот так выглядит структура внутреннего колл-центра. А чем внешний колл-центр может помочь такой компании? И у больших, и у маленьких есть свои проблемы. О них мы сейчас поговорим. Предлагаю начать, наверное, с крупных. Крупные компании, как я вам рисовал, имеют сложную структуру колл-центра с несколькими подразделениями, с большим штатом. И в данном случае, когда ты управляешь большим штатом людей, возникает так или иначе постоянный вопрос найма, увольнения, плохих, хороших и так далее. И вот тут ты эти функции либо постоянно внутри себя выполняешь, либо ты можешь привлечь плечо, так называемое плечо, которое тебя все время страхует. То есть тебе нужно, у тебя пошел пиковый сезон, у тебя количество звонков возрастает, ты включаешь плечо, подключаешь
внешний колл-центр, он помогает тебе вырабатывать растущий объем трафика. Проблема найма, увольнения, обучения тебя никак не касается, это все проблемы внешнего колл-центра. Важно, чтобы внешний колл-центр он справлялся с теми объемами, на которые на него переходят. Также часто крупные компании перекладывают простую работу на внешние колл-центры. То есть нет смысла нанимать на вопросы консультирования, информирования какие-то простые задачи, там штатных специалистов держать. Важно в штате держать тех специалистов, которые отвечают там, либо за продажи, сложные продажи, либо за техническую поддержку, которые действительно имеют доступ к оборудованию интернет-провайдера, решают какие-то более сложные проблемы. Поэтому часто крупные компании вот простые вопросы тоже отдают на аутсорс. Касательно маленьких компаний ситуация другая. Происходит, когда инженер с высоким, хорошим уровнем технического образования начинает отвечать на вопросы про баланс, на вопросы про расположение офисов, на какие-то другие вопросы общего характера, он начинает быть демотивирован. То есть этот человек считает, что его компетенция она должна быть использована по назначению и там, для решения каких-то там проблем с оборудованием, с настройками, там, с другими сложными задачами. И поэтому он с неохотой обычно отвечает на простые вопросы, и там, в итоге в какой-то момент это может привести к увольнению человека. Поэтому у маленьких компаний вот этот вопрос, как удерживать высококвалифицированного специалиста, притом давать ему вот эту простую грязную работу, он возникает. Это раз. Во-вторых, обычно таких людей немного. То есть, там, может быть, 1, 2, 3, 4 человека в смену. При этом необходимо, допустим, еще и круглосуточно принимать звонки. Это значит, еще нужно 1, 2, 3, 4 человека дополнительно в смену. А маленькой компании такой, это уже финансово становится невыгодно. Да? То есть очень дорого содержать этих людей круглосуточно, да еще и квалифицированных. Поэтому для маленьких компаний это прежде всего привлечение внешнего колл-центра, это возможность сэкономить деньги на штатных специалистах, раз. И возможность обеспечить уровень сервиса, потому что когда у тебя 1, 2, 3 человека, ты просто, когда приходит звонок больше, чем 1, больше, чем 2, больше, чем 3, ты просто пропускаешь этот звонок. А пропускаешь этот звонок, возвращаясь к теме высококонкурентного рынка, ты фактически можешь либо не получить нового клиента, если это был новый клиент, или можешь потерять текущего клиента, если у него есть проблема, он не может дозвониться, а у тебя 1-2 человека на линии, и ты просто не можешь ответить ему. И, естественно, лояльность падает. Ну и, соответственно, клиент в итоге может уйти от тебя или не подключиться. Поэтому внешний колл-центр, они также в штате имеют как специалистов, которые умеют продавать, умеют навыки техники продаж, если необходимо продавать услугу, так и специалистов с техническим образованием, которые могут проконсультировать там, по настройке, могут помочь разобраться с типом подключения и создать заявку на службу внутреннюю техподдержки интернет-провайдера, качественно оформленную, там, уже с какой-то проблемой клиента. Не секрет, что в период аварий или каких-то интересных акций количество обращений к провайдеру может быть увеличено, и сотрудники не справляются с нагрузкой. Как решаются эти задачи? У интернет-провайдеров ситуация с требованием к сервису колл-центров обычно гораздо выше, чем в любых других сферах. Почему? Именно потому, что когда происходит техническая неисправность, сбой оборудования, отключение электричества на каком-то даже микрорайоне, да, если мы говорим про какой-то город, не говоря уже там про более крупный масштаб, естественно, наши люди, они уже настолько привыкли, услуга интернет для них абсолютно жизненно необходима, не работает телевидение, не работает доступ в интернет, не работает иногда телефония, у кого еще она есть домашняя. То есть сразу это практически происходит стоп для жизнедеятельности многих людей. И, соответственно, количество звонков может увеличиваться просто лавинообразно. И поэтому, безусловно, использование внешнего колл-центра как плеча, как подстраховки для крупных колл-центров – это как раз возможное решение для таких ситуаций. Для маленьких
интернет-провайдер то же самое. То есть, когда у тебя, как мы говорили, несколько человек в штате, у тебя происходит валовый объем поступления обращений, просто все звонки сразу становятся непринятыми. И вот этот рейтинг твоей лояльности, он начинает на глазах уменьшаться. Поэтому внешний колл-центр обычно он имеет много специалистов, которые работают не на одного провайдера, он работает на целую группу интернет-провайдеров. И очень оперативно можно с 5 человек в линии увеличить до 10, до 15, до 20 человек в линии увеличить и принимать большее количество звонков. Также оперативно можно тут же записать какое-то голосовое сообщение, которое будет информировать абонентов о неисправности и таким образом понижать уровень уровень недовольства. Да. Поэтому внешний колл-центр именно для резервирования, плечо, это сохранение уровня лояльности, они используются здесь так. Алексей, расскажите, какие именно услуги могут оказывать сотрудники колл-центра для интернет-провайдера? Начну со статистики. По статистике более 50% обращений клиентов интернет-провайдеров в компанию – это вопросы информационно-консультационного характера. Надо что-то выяснить, узнать про тарифы, узнать про свой личный баланс, переключиться, перейти на тариф, подключить какую-то дополнительную услугу. Вот таких обращений порядка 50%. Плюс-минус в зависимости от видов услуг, которые компания оказывает. И это, наверное, основной такой массовый, мы называем это первой линией, и это поток обращений, которые приходят к нам в внешний колл-центр, мы их обрабатываем, потом какие-то узкие вопросы передаем внутрь компании. Но помимо этого, безусловно, внешний колл-центр может оказывать услуги по продаже непосредственно тарифов, пакетов услуг. Это могут быть как продажи на входящих звонках, когда поступает заявка. Это может быть обработка заявок с сайта компании, из других каналов компании. Это может быть взаимоотношения с клиентами в других каналах, не только в телефоне. Это может быть обращение в социальных сетях, чатах, электронной почте, мессенджерах. Помимо этого, внешний колл-центр может оказывать услугу первичной, первичной техподдержки, когда решаются первичные простые вопросы, связанные с настройкой роутера, с настройкой какого-то другого приставки телевизионной, с настройкой подключения, с какими-то другими несложными техническими функциями. Естественно, мы формируем, как внешний колл-центр, еще и заявки на внутреннюю, заносим в CRM-системы, заявки, которые, когда клиенты заказывают инженера домой или чтобы к ним пришли и выполнили ремонт. То есть выполнение такого рода работ. Вот такие услуги колл-центр оказывает внешний. А можете перечислить основные аргументы в пользу внешнего колл-центра для интернет-провайдера? Если подытожить, для чего все-таки нужно использовать внешний колл-центр, я могу сказать, что прежде всего, чаще всего это, безусловно, экономия финансовых средств, из-за оптимизации бизнес-процесса. При этом это повышение уровня сервиса, потому что большее количество людей в внешнем колл-центре позволяет тебе больше звонков принимать, меньше терять. Это улучшение качества как результат повышения уровня удовлетворенности, как результат повышение количества подключений, когда это новые клиенты, когда они до тебя дозваниваются, а не до твоего конкурента. Это возможность для маленьких провайдеров обеспечить, например, ночной сервис, который не имеет возможности ночью сами оказывать поддержку. Это услуги омниканальности, поддержки в других каналах. Вот, наверное, это основные преимущества для интернет-провайдеров, зачем им привлекать внешний колл-центр. Спасибо большое. Спасибо вам.